Привет, друзья, Миран на связи. Amorphis, Stratovarius, My Dying Bride. Да, действительно, множество метров тяжелой сцены порадовали нас в сентябре своими новыми альбомами. Но пора бы нам вернуться к истокам и поговорить о менее популярных коллективах. Да-да, наконец-то мы поворачиваемся в сторону андерграунда и первым делом встречаем второй альбом японских MDM-щиков Thousand Eyes. Группе Thousand Eyes еще и 5 лет не исполнилось, а они уже успели выпустить два неплохих альбома. В 2013-м они дебютировали с пластинкой Bloody Empire, а сейчас вот выстрелили альбомом Endless Nightmare. Оба альбома обрушивают на слушателя поистине шквал быстрого и техничного мелодик дэта. Музыканты очень удачно прошли обкатку в других коллективах, в результате чего Thousand Eyes лишен ошибок молодости. Вот уже второй очень взрослый и фирмовый альбом. Новый альбом Endless Nightmare собран из тремолообразного МДМа финской школы, небольшого количества кочевых, отчасти трэшевых рифов и обилия красивых мелодий. Прям японский Morse Principium F получается. Но во всем этом меду можно уследить небольшую ложку дегтя. Новый альбом не отличается от дебютника ни по вышеописанному составу, ни по качеству исполнения. И там оно хорошее. То есть, по сути, Thousand Eyes с новым релизом ничего нового и не показали. Хотя, с другой стороны, группа и не рассчитана на какие-то открытия, она просто очень хорошо бодрит. Так что, если вы не любитель всяких прогрессивных штучек, Endless Nightmare определенно must have. А если мы еще чуть глубже копнем в сентябрьский андерграунд, то найдем там британский дуэт Sludge и их третий концептуальный альбом Dim and Slime Reading Kingdoms. Фактически Sludge — это сайд-проект Кевина Пирса и Мэтта Мосса, которые с юных лет вместе трудятся в грайндкор формации Tower of Wonkers. Ну а 3 года назад они основали Sludge и за это время выпустили 3 офигенных альбома. Основной фишкой этой группы является лирика. Поют они, как можно догадаться из названия, о слизнях. Все время. Но вся эта склизкая тематика в рамках инди-группы от парней, которые всю жизнь играют грайндкор, на первый взгляд намекает на некоторую несерьезность. Но как бы не так. Уже в 3-й раз британский дуэт радует очень качественным и продуманным материалом. С текстами у Sludge все понятно. Слизни, слизни, слизни. А вот музыка поддается описанию несколько сложнее. Я бы сказал, что это Black and Dead с небольшой долей сладжа, ибо название обязывает. То есть музло брутальное и кочевое с одной стороны и быстрое и напористое с другой. И еще экспериментальная составляющая в виде эпичных оркестровок и чистого вокала проскакивает. И все это вкупе с оригинальным концептом и громким названием. Да, для меня они безусловно фавориты сентябрьских релизов. This will take me
Ну и напоследок послушаем самый клюквенный релиз этого года — Silver Horizon от финской группы Diablo. Ну что ж, Diablo вернулись. И должен сказать, порядком всех удивили. Вообще, первый альбом спустя 7 лет тишины — это уже интересно. А тут еще этот новый офисный имидж Райнера Негарда. Ну да ладно, музыка. А вот она порядком облегчала. Раньше они играли смесью демо и грубо, хоть и не самую убойную, зато мелодичную. А теперь Райнер все реже срывается в экстрим, и все это напоминает скорее какой-то экспериментальный хэви-метал с вкраплениями вышеупомянутых стилей. Но все рассуждения прекращаются, когда кончается песня Savage. Я тут стараюсь понять, почему все красное, а вы, сука, здесь водку глотаете! Кретины проклятие! Это самая клюквенная фраза в металле. Есть водка, есть красный цвет, есть неуместные ругательства. Просто шедевр. Не, ну кроме шуток, да, музло интересное. Классные мелодии, выразительная игра на инструментах. Стоит ознакомиться. Вообще весь альбом пропитан космической тематикой, что лично мне доставляет. А в этом деле, да, трудно обойти стороной Советский Союз. Вообще, если не считать окончания Savage, то материал представляется достаточно серьезным. А потом смотришь клип Isolation, и вся серьезность к чертям нахер вообще. Да, это усатый, похожий на Путина космонавт, который пьет водку и закусывает огурцом. Прекрасно, просто, блядь, прекрасно. Что мы имеем в итоге? Японский МДМ европейского стандарта от Thousand Eyes, серьезные рассказы о скользких представителях фауны от Sludge и клюквенная фантастика от Diablo. Да, есть чего послушать. Ну а скоро мы вернемся к номерным выпускам Metal Music Madness. А сейчас у меня есть маленькая новость для жителей Вологды и окрестных земель. 31 октября на Хэллоуин мы с группой Sunwalter приедем поиграть космического метальчика в клуб Ирис. Так что приходите, пообщаемся, послушаем музла, в общем, все, что мы так любим. Ну а пока что ставьте лайки под этим видео, забирайте его к себе на стенку, рассказывайте о нем своим друзьям и не забудьте подписаться на канал. С вами был Миран. До связи.